За последние 400 лет основной вопрос казанской жизни мало изменился. Как нация с принципиально отличным укладом и языком вписывается в российский порядок? Что такое быть русским в Казани? Что такое, как ни странно, быть татарином? Можно ли быть и тем, и другим одновременно? Это не самые комфортные вопросы, и глупо делать вид, что трудностей на почве различий в Татарстане нет и быть не может. Их можно замалчивать, и это очень популярная тактика. А можно настаивать на национальной специфике, не боясь обвинений в сепаратизме. Тем более, что они все равно прозвучат. Если справиться со страхами, то и сложная история межнациональных отношений выглядит не только проблемой, но и основой для новой культуры, создаваемой здесь и сейчас. До нас такого понятия, как татарский рэп, в принципе, не было. Мы постарались поставить это на поток, на конвейер. Писали альбом за альбомом, трек за треком, привлекали наших коллег не только из Казани, там, например, из Балтасей. Делали неформатные концерты, неформатные вечеринки, чтобы приучить людей к тому, что татарская культура — это не только традиционные костюмы, народные песни и народные танцы. Татарский язык — это не только один из языков, на котором разговаривают жители Татарстана. Это такой же молодой, современный и развивающийся язык, который не обязательно понимать дословно, он может быть интересен просто своим звучанием. Он может быть интересен другим народам, которые легко понимают татарский без перевода, казахи, кавказские народы. Да и русским, мне кажется, интересно слушать музыку на языках народов России, если это сделано интересно и со вкусом. Существует определенное поколение, которое не училось в татарских школах, не учило татарский в школе. Но они, например, сохранили язык в семье. И для таких людей тоже важно слушать современную музыку на татарском языке, потому что, ну а где еще они найдут применение своему языку? Татарская молодежь выбирает национальную традицию в качестве основы своей идентичности. Что может быть лучше для национальной традиции? Дело не ограничивается татарской музыкой или колоритным дизайном. Причудливое смешение прошлого и настоящего, татарского и русского, западных и восточных мотивов – ресурс развития Казани. Культовое для города место Алафузов лофт – ярчайший пример такого смелого и свободного фьюжна. У нас сейчас проходят достаточно регулярно вечеринки. Почти каждую неделю есть разные вечеринки. И это тоже, такая, доходная часть. А летом, то есть у нас бывают здесь фестивали. Они проходят регулярно. То есть у нас сезон начинается, как правило, раньше начинался он с Ночи музеев, с 18 мая. Теперь уже второй или третий год сезон у нас начинается с фестиваля Combination. Это международный турнир по брейкдансу, который проходит в Казани. И собирает он бибоев, атлетов со всей России и со всего мира. У нас сейчас Казань переживает некий этап возрождения клубной культуры, и мы являемся частью этого возрождения, и, возможно, даже каким-то образом побуждаем к этому. И я думаю, что в этом году мы будем делать, опять же, и такие большие фестивали, и, может быть, что-то даже сделаем необычное и на соседних территориях. Район должен развиваться комплексно, потому что он все равно часть его историческая, и мы в эту тоже часть как-то встраиваемся и являемся некими пионерами развития этой территории, потому что большинство фабрик, которые у нас в соседстве находятся, они тоже не работают, но они являются частью такого, архитектурного наследия. И, скорее всего, они будут развиваться по какому-то условно похожему сценарию, будут превращаться или в какие-нибудь там кластеры, или там, что-то будет, их как-то будут осваивать. Новая жизнь промышленной инфраструктуры, и Алафузов лофт здесь не единственный пример, важный тренд в развитии города. Однако этим новая жизнь старых индустрий не ограничивается. Здесь происходит настоящий ренессанс старинных ремесел, таких как, например, столярное дело и производство мебели, но уже в современной упаковке прикладного дизайна.
Я стараюсь называть предметы татарскими именами для того, чтобы история как бы с языком, с культурой, она как-то, экспансировалась, да, поскольку мы имеем серьезное настроение выйти на международный рынок, вот мы активно работаем как бы с экспортными центрами и ездим на международные выставки, то мне очень важно, чтобы вот эти татарские слова, они как бы, так вот распространялись по миру. Мне интересно наблюдать за реакцией, мне интересно слышать, как люди произносят эти слова. То есть как бы я таким образом стараюсь через дизайн, через предметы, через мебель рассказывать какую-то свою там историю там, не знаю, народа, может быть, это громко сказано. Национальный вопрос, доставивший Татарстану немало беспокойств за минувшие столетия, в последние годы явно перезагружается. История многовековых отношений – это и проблема, и шанс. Возможность переосмыслять, надстраивать новые значения, зарабатывать на идеях, на старом фундаменте, в конце концов. Пока многие российские регионы раздумывают, чтобы предъявить миру, Татарстан понимает, с какими ресурсами можно и следует работать.